Всем привет! Это мое первое видео. Я живу в России уже 7 лет где-то. В некоторые моменты было так тяжело, что хотелось взять и просто уехать. Все, я больше не могу. Вот прежде сложно адаптироваться к местной культуре, но потом я выучил русский и начал дружить с многими ребятами, круг общения стал больше. И пока я решил остаться в России, потому что мне все нравится, мне все нравится. Но как и во всех странах, в России есть свои недостатки. В этом видео буду обсуждать бюрократию в России глазами иностранца и с моего личного опыта тоже. Не воспринимайте как негатив, самое главное, или наезд. Это не наезд, это не негатив, ребят. Это просто информативное видео, и было бы круто, если обсуждать и придумать, как можно улучшить эту систему, как она есть. И все, на этом закончили. Поехали. Даже если ты коренный россиянин, тебе постоянно приходится сталкиваться с ужасными бюрократическими аппаратами. Вот вспомните последний раз, когда вам нужно было оформить какой-то документ или получить справку. Там вечное занятие телефонной линии, огромная очередь, вечное свое ожидание. Вот, многие не согласятся. Вот, лет 5 назад, может быть. Но ведь теперь есть суперпортал госуслуги. Жизнь стала проще. Справку можно получить в пару кликов. Во-первых, это работает далеко не во всех случаях. Во-вторых, сам портал частенько тупит. Ну и самое главное, это не работает для иностранцев. Да, меня слышалось. Иностранцами госуслуги это не то, что упрощает, а даже наоборот усложняет жизнь в России. Давайте вот разбираться. Чтобы гражданин в другой стране зарегистрировался на госуслугах, нужен внимание. СНИЛС. Приехал ты такой из Африки. Ты черный, конечно, видно. А тебе говорят, давай СНИЛС. И такой, what the fuck, блядь. Что вообще такое СНИЛС? Что это вообще? Первый раз такое слушаю. Ну, окей. При большом желании можно перейти по ссылке на сайт пенсионного фонда и там перейти еще по куче ссылок, короче, бла-бла-бла. Найти телефон горячей линии для иностранцев и, наконец, подавать заявку на СНИЛС. Ну, лучше вам даже не знать, как это сложно и сколько нужно собрать документов, чтобы получить одну бумажку ради регистрации на портале. Одну. Притом на портале, функционал которого мне даже неизвестен. Да, смотрите, какое сообщение появляется, когда я хочу посмотреть. Четко. Но госуслуг это еще ничего. Там хотя бы есть версия на английском. Ну, давайте посмотрим на сайт, который больше всего нужен иностранцам. Это сайт миграционной службы. Там вообще вся информация на русском. Хочешь знать, как продлить визу? Читай на русском. Хочешь знать статус разрешения на временное проживание? Читай на русском. Хочешь знать хоть что-то? Читай на русском. Ну вот, во время пандемии выходил указ президента о положении иностранных граждан в связи с COVID-19. И что вы думаете? Он официально переведен на английский? Нихуя. Я, конечно, все понимаю, это Россия, и никто не обязан писать на куче разных языков. Немецком, французском, итальянском, но хотя бы, на английском, хотя бы на английском, ребят. Это же международный язык, и это еще сайт, который по большей части создан для иностранцев. Ну вот, например, сайт миграционной службы в Германии. Смотрите. Или Турцию. Там даже на русском есть информация, не то что на английском. За 6 лет в России мне приходилось сталкиваться с кучей бумажных проблем. Но один из самых ярких примеров это недавняя история с заменой водительских прав. У меня закончился срок действия прав в июле 2020, как раз во время пандемии, и права у меня, кстати, иностранные, переведены на русский. В указе президента РФ, о котором я уже говорю, было написано, что срок пребывания иностранных граждан на территории РФ и действие некоторых документов продлевается. Но про ВЭУ там ничего не было.
На сайте ГИБДД и на разных сайтах можно было найти много информации о том, что можно ездить с просроченными правами. Ну, я ездил. Кстати, вот и тоже продолжение каршеринг продолжали работать даже с просроченными правами. И вот, в один прекрасный день останавливает меня сотрудник ГАИ и говорит. Кому передавать? Мне. Нет, скажи, предъявите документы. Ну я говорю же, предъявите документы. Я такой. И красиво вышла ситуация. Вот и приехал домой, решил найти, как продлить права. Ну, конечно, ничего нет. На сайтах информации ноль. Домой поехать я не могу. Потому что пандемия, все закрыто. Звоню в ГИБДД, говорят, звоните в миграционную службу. Звоню в миграционку, говорят, звоните в ГИБДД. Я такой, как же вы уже меня... И что мне делать? В итоге пришлось перестать ездить на машине. Я до сих пор не знаю, как мне продлить иностранные права в России. Если вдруг кто-то из вас в курсе, как это сделать, напишите мне, пожалуйста, буду очень благодарен. Ну, вот, еще один случай, который отлично показывает, как работает система в России. Когда я поступал в университет, то поступал через агентство, и мне сразу подсказали, что нужно вот сделать апостилу на школьный аттестат. Но многие ребята, которые поступали прямо в университет, об этом не знали. И вот они поступили и проучились целых 3 года, некоторые, по-разному, короче. И тут на 3-м курсе многие там начали угрожать, что ой, мы вас отчислим, если не сделать апостил. Но в течение месяца ребята пришлось отправить аттестат в свою страну, чтобы там поставил апостил. Это заняло много времени, денег, нервов, и такого было многих знакомых, и в разных университетах. Вот, я спрашиваю себя, вот почему университет заранее не могли поверить, что в документе есть апостил, если это нужно? А почему на сайте университета об этом не пишут сразу, если ты поступаешь? Зачем тогда нужен международный отдел университета? Странно. Вообще, документ в России — это может взрыв мозга для иностранцев, и не только для иностранцев. Но хорошо, что есть люди, которые помогают с этим разобраться. Их много, да, достаточно. С моего личного опыта, даже когда я приехал в Россию и не знал русский, очень много сотрудников помогли в разных ситуациях. Вот, я хочу сказать таким людям, что спасибо, и будьте таким, еще такие люди побольше. Peace. Самое главное, ребята, ставьте лайк и не забудьте подписаться, потому что еще мощный контент будет. Если есть какие-то вопросы, или вам интересно знать об этой теме побольше, пишите в комментариях. И, кстати, пишите, о чем вам еще будет интересно узнать. Буду рад ответить на ваши вопросы.